Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я говорю не о траве из чая, а о растении, которое веками использовали, когда аптеки были бессильны. Мята — это не вкус и не аромат, это механизм. И если применять ее правильно, организм начинает работать иначе уже через несколько дней. Важно сразу понять, мята не лечит все. Она настраивает процессы. Когда человек жалуется на тяжесть, тревожность, спазмы или усталость, это не разные проблемы, это сбой регуляции. Мята работает именно с этим. И первое, что нужно сделать, выбрать правильную форму применения, а не бросать листья в кипяток наугад. Если цель — успокоить нервную систему, мята используется не как чай, а как мягкий вечерний настой. Берут 1 чайную ложку сухих листьев, заливают теплой, не кипящей водой, накрывают и настаивают 20 минут. Пьет медленно, за час до сна. Так запускается естественное снижение кортизола. При спазмах желудка и кишечника мята применяется иначе. Здесь важна концентрация. Используют свежие листья, разминают их пальцами до появления сока и заливают горячей водой. Такой настой пьют маленькими глотками после еды. Это не обезболивание, это снятие причины напряжения гладкой мускулатуры. Когда человек сталкивается с головной болью напряжения, мята не пьется сразу. Сначала делают холодный настой и используют его наружно. Салфетку смачивают, прикладывают к вискам и затылку на 10 минут. Только потом теплый чай. Такой порядок усиливает эффект вдвое. Мало кто знает, но мята влияет на желчевыделение, и здесь ошибка может навредить. При застое желчи используют слабый утренний настой натощак, половина стакана, не больше. Это мягко включает печень, не вызывая резкого выброса и дискомфорта. Для женщин мята особенно ценна в периоды гормональных колебаний, но ее не пьют постоянно, применяют курсами по 7-10 дней. Лучший рецепт — мята с ромашкой в равных пропорциях. Такой настой снижает раздражительность, вздутие и помогает телу адаптироваться без медикаментов. Если цель улучшить сон, важно не сочетать мяту с сахаром или медом. Сладкое усиливает возбуждение. Правильный вариант — мята плюс щепоть фенхеля. Этот дуэт действует глубже, чем снотворное, потому что не подавляет, а восстанавливает фазу засыпания. При повышенной тревожности мяту применяют днем, но строго в микродозах, несколько глотков настоя каждые 2 часа. Это создает фон стабильности, без резких скачков давления и сонливости. Такой подход используют в фитотерапии, но о нем почти не говорят. И самое важное – мята не работает, если организм обезвожен. Перед курсом необходимо увеличить чистую воду, и только после этого вводить настои. Именно на этом этапе большинство людей разочаровываются, думая, что растение не помогает, хотя проблема совсем в другом. Когда речь заходит о сердце, мяту часто боятся применять. И зря. Правильный подход — не стимулировать, а снимать избыточное напряжение сосудов. Используют слабый настой мяты с боярышником. Пьют днем, не на ночь. Это снижает ощущение сдавленности без вмешательства в ритм. При повышенном давлении мята не является лекарством, но она убирает одну из ключевых причин скачков – спазм. Настой делает некрепкий, пьют после еды. Важно! Никакого кофе и крепкого чая в этот период. Тогда мята работает как регулятор, а не как временное средство. Есть состояние, при котором мята особенно полезна – хроническая усталость без причины. Здесь применяют холодный настой утром. Он не бодрит резко, а возвращает ясность. Такой эффект связан с улучшением кровотока в мозге и снижением фонового напряжения нервной системы. Но именно здесь кроется опасность. Мяту нельзя использовать постоянно.
Если пить ее неделями без перерыва, организм привыкает и эффект исчезает. Правильная схема — курс, пауза, наблюдение. Фитотерапия — это дисциплина, а не бесконтрольное самолечение. Отдельно нужно сказать о сочетании мяты с лекарствами. Она усиливает действие седативных средств и может снижать концентрацию, поэтому мятные настои не пьют перед вождением или сложной работой. Это правило игнорируют чаще всего, и именно отсюда появляются мифы о вреде. Для дыхательных путей мята используется не внутрь, а через пар. Ингаляции с листьями мяты облегчают дыхание, уменьшают ощущение заложенности. Важно, вода не должна кипеть. Горячий пар разрушает эфирные масла и делает процедуру бесполезной. Если человек часто простужается, мята применяется как поддержка иммунитета. Не в острый период, а между заболеваниями. Настой с мятой и шиповником пьют утром. Это улучшает адаптацию организма к перепадам температуры и снижает частоту воспалений. Мало кто говорит о том, что мята влияет и на аппетит. Она снижает тягу к сладкому и перееданию, если пить ее за 20 минут до еды. Это не подавление голода, а восстановление сигналов насыщения, которые часто сбиты стрессом. И все же главный эффект мяты — это возвращение контроля, когда тело перестает быть заложником спазмов, тревоги и хаотичных реакций. Именно поэтому в народной медицине ее называли травой ясной головы. Но работает она только при осознанном применении. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, применяли ли вы мяту и как именно. Подписывайтесь на канал «Правильное питание», впереди еще больше честных и практичных разборов.